По данным западных источников, знакомых с оценками американского разведывательного сообщества, в закрытых аналитических материалах сохраняется предупреждение о том, что российское руководство не рассматривает войну в Украине как конечную цель. В этих оценках подчеркивается, что происходящее следует воспринимать как часть более масштабного стратегического проекта, в рамках которого Украина является лишь первым и наиболее жестким этапом. Речь идет не о локальном конфликте или споре вокруг границ, а о попытке пересобрать всю архитектуру региональной и европейской безопасности, сформировавшуюся после распада СССР, и приблизить ее к модели, существовавшей в Европе после Второй мировой войны, когда безопасность континента определялась не универсальными правилами, а жестким балансом силы и зон влияния. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, эти выводы резко расходятся с публичной риторикой, звучащей со стороны Дональда Трампа и его окружения, где утверждается, что Москва якобы заинтересована в скорейшем завершении конфликта. В разведывательных докладах, напротив, подчеркивается, что любые переговоры, перемирия или дипломатические инициативы могут рассматриваться Кремлем как тактические паузы, позволяющие зафиксировать промежуточные результаты, выиграть время, перегруппировать ресурсы и подготовить условия для следующих этапов стратегии. По словам источников, самый свежий из таких отчетов был подготовлен в конце сентября и напрямую противоречит заявлениям Владимира Путина о том, что Россия не представляет угрозы для Европы. В аналитических материалах указывается, что Москва не воспринимает нынешний европейский порядок как легитимный или окончательный. Напротив, в российской политической риторике все чаще звучит недовольство итогами Холодной войны и распада СССР, а также прямые и косвенные отсылки к периоду, когда советская армия находилась в Восточной Германии, а Европа была разделена на зоны влияния, где безопасность одних обеспечивалась за счет ограниченного суверенитета других. В этом контексте украинский конфликт приобретает принципиально иной смысл. Украина рассматривается не только как объект территориального контроля, но и как инструмент демонтажа действующей системы безопасности в Европе. Даже частичный успех Москвы, по оценкам европейских спецслужб, способен создать опасный прецедент, при котором пересмотр границ, сфер влияния и принципов суверенитета вновь становится допустимым элементом международной политики. Именно поэтому в странах Восточной Европы подобные сценарии воспринимаются как экзистенциальная угроза, а не как абстрактная перспектива. Параллельно с европейским направлением все более отчетливо формируется вторая ось этой стратегии – постсоветское пространство. Здесь цель заключается не просто в сохранении влияния, а в восстановлении фактического контроля над бывшими республиками СССР в обновленном формате, который условно можно охарактеризовать как СССР версии 2.0. Это не идеологический проект с коммунистической риторикой и формальным объединением государств, а прагматичная система зависимости, при которой внешняя политика, безопасность, логистика, энергетика и ключевые экономические решения либо координируются из Москвы, либо принимаются с учетом ее решающего слова. В этой логике Армения выступает примером того, как безопасность используется в качестве основного рычага. Зависимость от российских гарантий, ограниченность альтернативных механизмов защиты и избирательность поддержки в критические моменты формировали ситуацию, при которой Ереван оказывался в состоянии постоянного стратегического давления. Такая модель не требует формального присоединения, но постепенно сужает пространство самостоятельных решений и превращает суверенитет в условную категорию. Казахстан представляет другой, но не менее важный элемент этой конструкции. Здесь ставка делается на историческую риторику, фактор русскоязычного населения и регулярные намеки на особые интересы России в отдельных регионах страны. Даже без прямого военного вмешательства подобный дискурс формирует ощущение условности границ и ограниченности стратегического маневра, что полностью вписывается в модель контроля через неопределенность, давление и постоянное напоминание о возможных сценариях силового воздействия. В отношении Азербайджана Москва действует более гибко и прагматично. Баку, обладая значительными ресурсами, энергетическим потенциалом и альтернативными внешними связями,
не вписывается в модель прямого подчинения. Однако и здесь Россия стремится сохранить ключевые рычаги влияния. Прежде всего через посредничество, участие в формировании региональной архитектуры безопасности и контроль над форматами диалога. Азербайджан в этой логике остается важным элементом системы, позволяющей Москве удерживать Южный Кавказ в зоне стратегического присутствия. Отметим, что после решения карабахского вопроса Россия в значительной степени утратила влияние как в Армении, так и в Азербайджане. Грузия, в свою очередь, остается примером долгосрочной стратегии сдерживания. Москва делает ставку не на быстрые решения, а на сохранение хронической нестабильности через нерешенные территориальные конфликты, экономические зависимости и внутренние политические противоречия. Цель здесь заключается не столько в немедленном возвращении Грузии под прямой контроль, сколько в блокировании ее окончательного выхода из постсоветского пространства и недопущении ее полноценной интеграции в евроатлантические структуры. Все эти процессы разворачиваются на фоне трансформации глобальной роли Соединенных Штатов и изменения американского подхода к региону Южного Кавказа. Новая стратегия национальной безопасности США зафиксировала переход Вашингтона к более прагматичной и ограниченной модели вовлечения, в которой приоритет отдается сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Европа, Ближний Восток и Южный Кавказ в этой логике утрачивают статус ключевых направлений и рассматриваются как второстепенные театры, где США стремятся минимизировать издержки при сохранении политического и экономического присутствия. Американская стратегия в Южном Кавказе строится не вокруг долгосрочных гарантий безопасности, а вокруг ситуативного посредничества, дипломатической активности и поддержки инфраструктурных и экономических проектов. Вашингтон стремится играть роль арбитра и модератора, участвуя в мирных процессах и переговорах, но избегая глубоких обязательств и прямого военного присутствия. Такой подход позволяет США сохранять влияние при минимальных ресурсных затратах, однако одновременно создает вакуум безопасности, который могут заполнять другие игроки. Именно в этой логике следует рассматривать американскую активность вокруг армяно-азербайджанского урегулирования, а также интерес Вашингтона к региональным транспортным и логистическим проектам, включая инициативы, подобные ТРИП. Для США это прежде всего экономический и дипломатический инструмент, а не элемент долгосрочной стратегии обеспечения безопасности региона. Для стран Южного Кавказа такая модель означает необходимость трезвого расчета. Соединенные Штаты могут выступать источником дипломатической поддержки, инвестиций и политического баланса, но не рассматриваются как стратегический гарант безопасности. Это объективно повышает значимость региональных сил и усиливает пространство для маневра Москвы, которая действует в логике долгой игры и постепенного восстановления контроля. В совокупности все это позволяет говорить о том, что стратегия Владимира Путина выходит далеко за рамки Украины и даже постсоветского пространства. Речь идет о попытке одновременно пересобрать постсоветское пространство и изменить европейский порядок безопасности, приблизив его к модели второй половины XX века. СССР версия 0.2. В этой логике это не ностальгия и не идеология, а прагматичный проект восстановления влияния и контроля, рассчитанный на длительную перспективу и реализуемый на фоне стратегической усталости Запада и сокращения внешних гарантий безопасности. Если вам понравилась наша профессиональная аналитика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях. Оставайтесь с Reg News.